Всем доброе утро! Хотелось бы сказать из солнечного Мюнхена, но у нас, к сожалению, пока чуть-чуть пасмурно. На часах 10:30 утра. И мы едем в центр, на Hauptbahnhof. Это центральная, как это сказать, там где поезда, центральная станция, железнодорожный вокзал, вот. И у нас оттуда стартует наш автобус Hop-on, Hop-off, потому что, наконец-то, постепенно наступает весна. И учитывая то, что последние 2 недели было безумно холодно и дождливо, мы решили первую же возможность использовать, чтобы не сидеть дома и выйти наконец-то в люди и насладиться чуть-чуть городом. Я уже живу в Мюнхене 4 года почти, и за это время уже делала этот хоп-офф-бус где-то 3 раза или 4 раза. Но все равно каждый раз для меня это как в первый, это очень интересно послушать историю, понаблюдать с верхней площадки автобуса за городом. Если кто не знает, что такое хоп-он, хоп-офф бус, это такой красный автобус, на котором написано Sightseeing. Они есть во всех городах, ну, во всех, по крайней мере, туристических городах мира. И там в наушниках вы ездите и слушаете историю о городе, о разных достопримечательностях. И на таких достопримечательностях есть остановки, на которых вы можете выйти, погулять, пофотографироваться, а потом зайти в следующий автобус, который приезжает через там 10 или 15 минут. У каждого автобуса, в принципе, свое расписание. Но вы знаете, что с регулярной периодичностью приезжают новые автобусы, и вы по этому билету можете в любой из них сесть. Так вот, мы едем сегодня на таком автобусе. У нас полный билет на 3 линии. В Мюнхене этого хоп-он-хоп-офф автобуса существует 3 линии, 3 кольца. Можно купить билеты на каждое из колец отдельно. А наш билет будет сегодня включать все 3. В принципе, полные круги, если все вместе посчитать, не выходя из автобуса, а просто объездить все эти 3 маршрута, занимало бы по времени около 3 часов, написано на сайте. Ну, я думаю, что мы все равно выйдем, где-то погуляем. Дай бог, что чуть-чуть распогодится, выйдет солнце. Хотела вам показать вот этот билет. Мы его купили на Группоне. Группон — это такой сервис в онлайне, веб-сайт, на котором собраны все скидки, акции, предложения. Так вот, вот такой автобус, вот он выглядит. Вот такой автобус, по сути, стоит на человека где-то 24 евро, если на все 3 маршрута. Вот написано 22 евро на 2 человека, 24 часовой, кстати, да, на 2 дня. Стоил бы 44, а мы на Группоне его взяли за 24,90. Секрета никакого нет. Группон существует в многих странах, и в Америке, и в европейских странах. В каждой стране свой сайт, и локальные предложения можно действительно найти по очень выгодной цене. Я не боюсь показывать код, потому что мы его сегодня используем. Его никто не украдет, поэтому вот так будет выглядеть ваш билет. Вы его просто распечатаете, и сейчас на входе в автобус вы сможете его, точнее мы в этой ситуации, мы его покажем и обменяем на билеты. Итак, мы уже залезли в автобус. Это было на самом деле очень несложно. Мы обменяли билеты в кассе на уже конкретные такие маленькие билетики, которые мы будем показывать каждый раз при заходе в автобус. Мы с собой взяли пиццу, такой бурик. Да, ням-ням. В общем, будем завтракать. Кофе, еда, приятного аппетита и нам приятного просмотра из окна. Наша первая остановка — это дворец Нимфенбург. Очень много реки, кстати. Она прям трещится, ее видно. И также уточки и лебеди. Очень романтичное место. Вот план территории. Шлосс и ну, этот замок и парк Нимфенбург. Вот мы с вами сейчас вот здесь, на входе. Вот это здание, которое мы только что видели, сам дворец. И вот за ним огромный парк, смотрите. А вот история. Началось строительство, видите, в 16 веке. То есть не такой уже, но старый. Вот обратите внимание, вот здесь обычно стоят такие гобелены. Знаете, белые фигуры такие мраморные. Сейчас зима, зимний период, поэтому они сейчас закрыты, чтобы не испортились. Очень умно. А вот и дворец с задней стороны.
В него, кстати, можно заходить. Там билет стоит около 8 евро на экскурсию. Но мы решили, что мы приедем как-нибудь в другой раз, именно конкретно сюда, и погуляем внутри, потому что иначе мы будем постоянно смотреть на часы, чтобы не прозевать следующий автобус. Следующая остановка после Нимфенбурга, после дворца, у нас Олимпия-парк, Олимпийский парк в Мюнхене, который был построен в честь Олимпийских игр, которые в 1986 году проводились в Мюнхене. Так вот, этот парк мы посмотрели чисто из окна. Вот телевизионная башня, там наверху есть осмотрительная площадка, ресторан. Вот, извините, парковка уже вам все закрыла. Но я хотела сказать, что мы тут не выходим, потому что я прожила в этом районе 1,5 года и была в этом парке практически каждый день. И знаю все уже настолько наизусть, что не хотелось тратить время, и мы едем дальше. А вот сейчас из окна как раз концерн BMW, вот 4 цилиндра, главный head-офис. Вот BMW Welt, это выставочный центр, в него бесплатно, кстати, можно заходить и трогать машины, садиться там, все клацать, нажимать, смотреть. И вот этот музей BMW. Вот, и сейчас мы едем дальше в сторону центра. Следующая остановка это прямо опять на вокзале, где мы взяли этот автобус, и там мы будем брать следующую линию и ехать уже в другом направлении, в другую часть города. И также хотела вам маленький совет, маленькую пометочку. Вот эти наушники, которые выдают в автобусе, они реально очень фиговые. И не знаю, как у других, у меня просто уши довольно-таки маленькие, и мне всегда проблематично найти наушники, которые мне хорошо подходят. Вот эти пластиковые наушники без силиконового наконечника, без мягкой части, мне они ужасно жмут, давят и выскакивают. Поэтому совет для тех, у кого тоже проблемные уши, ну или вообще для удобства, берите свои наушники. Их очень тоже легко подключить в этот разъем и слушать с удовольствием. Итак, мы продолжаем наш маршрут. Мы уже закончили вот этот лиловый. Вот были Нимфенбург, потом Олимпийский парк, и сейчас мы пересели на красный маршрут. И проезжаем сейчас через, получается, центральную часть, Адеонсплац, и вот английский сад. И вот мы сейчас будем наворачивать круг. Мы сейчас на маленькой улочке, узенькой, которая ведет к Мариенплац. Если вы видите впереди, там старая ратуша торчит. И мы сейчас напрямую подъедем туда, к Rathausу. В 15 веке он был построен. А вот наш любимый бар Sausalitos. Мы очень любим тут отдыхать. Тут очень вкусные коктейли. Вот этому голубому. Впечатление от автобуса, если честно, очень утомительно. Мы уже катаемся вот 3-й час. За счет того, что мы не выходим на каждой остановке, мы решили сначала все объехать и решить, где нам выйти, потому что мы нетипичные туристы, которые приехали первый раз в Мюнхен, хотят все прям везде погулять, увидеть. Мы очень многое уже знаем, поэтому этот тур действительно очень интересно, наверное, было бы для тех, кто первый раз в городе и знакомится с историей и параллельно также видит какие-то достопримечательности, может везде выйти, пофотографироваться. Это, как по мне, самый лучший вариант для знакомства с городом, если вы первый раз куда-то путешествуете. Но в нашем случае, как бы, нам прикольно все места, которые мы знаем из нашей личной жизни, где мы бываем,
это все со стороны истории, узнать историю построений, узнать, насколько старые эти здания, кто их построил, зачем, какое было их изначальное предназначение. С этой стороны нам очень интересно было это все послушать, посмотреть. Но, если честно, уже 3 часа ездить вокруг в автобусе, который как-то так пахнет не очень приятно, наушники, которые давят уши. Наверху, допустим, верхняя полностью этаж забит, там вообще не протолкнуться. Поэтому мы сейчас сидим внизу. Вот, получается, вот проход, автобус, вот мы сидим внизу, тут вообще никого нету. И в этом плане для нас, конечно, идеально. Но я думаю, что мы не будем дальше заканчивать этот 3-й круг и ехать обратно в центр. Мы выйдем просто в английском парке, прогуляемся именно там, насладимся природой. И оттуда нам недалеко домой, и пойдем домой переваривать информацию. В общем, как я и сказала, не досидели мы 3-й маршрут до конца, потому что уже подустали, 3-й час сидеть в этом автобусе, не было уже никаких сил ехать обратно в город, не было смысла даже. Уже все самые главные остановки и достопримечательности мы уже объездили. Поэтому мы вышли в English Garden. Это английский сад, это очень большой парк в Мюнхене, самый известный парк. И мы сидим сейчас в Биргартене, это пивной дворик, на кружечку Радлера. Чуть-чуть посидеть, отдохнуть и пойдем домой. Мы тут живем недалеко, поэтому еще и прогуляемся пешком. Отличный выдался день, очень насыщенный. С другой стороны, мы не устали физически, потому что не особо много ходили, но устали чуть морально сидеть и слушать. Поэтому я даже рада, если честно, сейчас прогуляться, подышать свежим воздухом и насладиться теплой погодой. По дороге домой решили сэкономить время и деньги и поехать на car-sharing. У нас в Мюнхене есть 2. Car2Go, это от Mercedes. У них есть машины Mercedes и Smart. И есть DriveNow, это от BMW. У них машины BMW и Mini. Так вот, в этот раз у нас Car2Go. И мы очень удивились, когда первый раз попробовали. Из центра к нам домой стоит точно так же, ровно точно так же, как поехать на трамвае, даже иногда дешевле. И по времени намного удобнее, конечно, и быстрее. Так вот, да, кстати, вот мы садимся, надо сразу отметить в приложении, что поломано зеркало, чтобы потом это на наш аккаунт не записали, эту поломку. Вот, смотрите, делается это очень элементарно. Регистрируетесь на сайте. В приложении находите на карте машину, ее открываете через приложение и едете. Все, мы в приложении открыли, залазим. Приложение сразу же спрашивает, оцените чистоту, состояние машины. В этом случае мы отметим, что она не очень чистая, чтобы потом опять же на наш счет не пришел счет за уборку. Вот, смотрите, у нас 9 минут, будем в пути. И стоит эта красота 26 центов за минуту. То есть, если посчитать, это очень выгодно по деньгам получается. Потому что у нас в Мюнхене повысили тариф за общественный транспорт. И сейчас обычный трамвай или метро стоит с человека 2,90. Разовая поездка на одну зону. Ну вот, если сравнить, допустим, DriveNow и Car2Go, в DriveNow очень часто попадаются, вообще в основном все машины, которые там, они новее, в лучшем состоянии, хочу сказать, и также всегда встроенный навигатор. И когда ты в приложении бронируешь, уже можно сразу ввести свою конечную цель, и когда ты сядешь в машину, она тебе сразу уже выдаст готовую цель, то есть ты сразу сел и поехал. В смарте, конечно, вот посмотрите, функционал очень ограниченный, и как-то все такое грубое, управление грубое, машина ведет себя. Ну, понятное дело, нельзя сравнивать BMW и Smart, но цена, по-моему, отличается DriveNow на 1 или на 2 копейки, ну, на цент, на 1 или на 2 цента дороже в минуту, но зато и качество получше. Слышите, как громко? Уже подъезжаем домой.
Спасибо вам большое, что провели с нами этот день. Я надеюсь, вам это было чуть-чуть интересно, где-то, может, полезно. Я, конечно, понимаю, что это было не настолько информативное видео, которое вы, возможно, ожидали, открывая видео о Мюнхене. Но это был обычный влог. Я вам рассказала наши впечатления людей, которые живут в Мюнхене, но посмотрели на него сегодня чуть-чуть с другой стороны. Если вы приезжаете в Мюнхен впервые или планируете приехать, я вам очень советую взять такой туристический автобус и познакомиться с городом хотя бы вот эти 3 часа в день. Вам не нужно обязательно 2 дня на это. Просто объедьте это все, посмотрите, выберите для себя самые интересные локации, в которые вы потом уже индивидуально пойдете и в музей можете зайти. Я вас всех приглашаю искренне в Мюнхен. Грядет весна, лето, отличная погода. И мне кажется, Мюнхен это просто идеальный европейский город для хорошего времяпровождения именно в теплое время года. Спасибо вам всем огромное за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если хотите больше видео увидеть о Мюнхене, о путешествиях, о жизни в Германии, я буду вам очень рада. Всем хорошего остатка выходных. Целую!